Ой! Зачем так телефон докусать? Ой! У меня нет еды. Извини. Приехал, значит, Стилин. Маша смелая женщина. Она через сток просто перешагнула. Я вот боюсь. Знаете, какой красивый бык. Пошли, пошли все. Кормилицы. Маша смелая, бык, уйди отсюда. Я бы не рискнула. И все коня своего коня покормить. Мне кажется, он как раз размером с гуся конь. Вы так смело быка догоняете. Пирожочек могу дать. Нифига себе, у тебя там... Он просто заглотнул руку. У меня больше ничего нету. Я тебе свой пирожочек дала. Я вообще боюсь таких животных. Немножко. Хотя очень хочу себе коровушку. Но это не моя коровушка. Ты добрый, да, я смотрю? Да, можно ко мне тоже нет? Я на расстоянии. Я хочу коня погладить. Слушайте, нормальные конюшины, а ненормальные конюшины. Чем? Они кусаются. Эти кусаются? Угу, когда просто они кусаются. У меня тоже наглый конь, он тоже может. Как вы поняли, мы сегодня приехали в центр реабилитации диких животных Сирин. Я тут не была уже полгода. Я каждый год приезжаю и такая, типа, удивляюсь. Ничего себе, как много всего сделано. Кстати, ссылочку я на Сирин оставлю. Это центр, который существует только за счет, собственно, помощи людей. Спасают, передерживают животных, отпускают обратно в природу, если это есть возможность отпустить в природу. Но часто такой возможности нету. Там это птицы переломанные, другие животные переломанные, которые просто не смогут в природе. Они так вот и остаются в этом центре жить и, соответственно, на попечении этого центра. Так что ссылочку оставляю, переходите, смотрите. Много всего интересного и очень много животных. Ну и сельхозочки здесь, конечно, много. Я очень люблю сельхозку. Как оказалось, для меня самой это удивлением, но мне прям нравится. Привет. Я ничего не принесла. У нас морковка в машине. Сейчас схожу. Ой, да, и ты с того года моя любовь. Да. Я помню. Очень нежный зверь. У меня ничего нету. Я же говорю, не, у меня ничего нету. Не подходите ко мне, нет. Нет, у меня ничего нету, пожалуйста, не бегайте за мной, я боюсь. Вас много. Ну, не, что ты кусаешь? Что, мне пальцы мои съесть? У меня ничего нету. У меня ничего нету, морда такая наглая. Могу почесать. Почесать могу, козла. Почесать могу. Ну, еды. Ой, там медведи кричат. Да, медведи тут тоже есть, мы обязательно до них дойдем. Я просто смотрю, чтобы мне никто не легнул. Нет, не поставил мне своими рогами след прекрасный. Медведи, они машут, чувствуют, как она подъезжает. Я не кусаюсь, в отличие от этих коней, да? У меня вот этот вот огонь достал сегодня. Я ему помогаю распутаться. Он подходит, встает мне на ногу, вот в этом тапочке, и стоит. Пожалуйста. Бедненький. Вот, понятное дело, что такое животное уже не выпускное. Я-то, конечно, я нормальный. Привет. Привет. Да. Ну что, может, добавим тебе дружка конюшиного? Вообще, конечно, когда так ходишь и видишь животных на таком практически свободном выпасе, это смотрится очень круто. Сразу хочется своему такие же условия дать. Есть, конечно, минусы, плюсы от этого, но... Конечно, с левадами это не сравнится. Круто. Веселые линяющие волки летовой бегают довольные. Красавцы. О, какие гимнасты мишки. Это те самые мишки, которых у меня было видео, мы кастрировали. Оказались все девочками тогда. Да? Да? Ой, привет. Привет, красавица. Да. Играются, бегают девчонки. Оп. Ну давай. Оп.
Как умеешь, ой, как умеешь. Такие они, конечно, веселенькие. Разыгрались. Оп. Вы чего такие веселенькие? Смотрит, подъехал. Ой, ты вы сладкий, какой выдрот. Да, какая вы. Только пальчики не суем. Ай, ты красавец какая. Выглядит так как миленько, да? Ты Виктор. Такой, типа, я добрый. Я вообще ничего. Да вы что, наговариваете на меня на выдру такую сладкую. На выдру такую сладкую. Он тоже не выпускной. Такой мультик. Мультик, да, смотрели. А он, видишь, здесь живой, не как в мультике. Ту-ду-ту-ту-ту-ту. Привет. Привет. Привет, мопед. И лиса, да, там есть. Там лиса, кстати, без ноги, тоже не выпускная. Ну, естественно, главная специализация сирены — это птицы. Какие-то здесь живут на постоянной основе, какие-то выпускные. Сейчас посмотрим неясыти. У них там очень большие вольеры. И сейчас, кстати говоря, как раз идет сбор в реабилитационном центре на вот такие огромные вольеры для птиц. Птицам здесь, конечно, кайф. То есть, видите, они здесь и летать могут. И все это как раз для птиц. То есть, какие-то готовятся к выпуску, потом выпускаются. Какие-то, соответственно, остаются в центре навсегда, которые не могут пойти на выпуск. И вот у них просто прекрасные условия. Естественно, нужно... Это аист так ругается. Слышали когда-нибудь? Ругается на нас. Вот, и сейчас как раз идет сбор на то, чтобы строить такие дальше большие вольеры. Так, сейчас мы дойдем до неясыти. Чайки в гости прилетают. Это вредители. Чайки вредители, думаешь? Да, они собирают пингвинов. У пингвинов еду? Сомневаюсь. Я видела в мультике, правда. Правда, да, хорошо. Очень красиво, мне нравится, когда такие еще деревья в вольерах, такие полувольные образуются условия. Конечно, всем нужно время, чтобы побольше заросло. Вот, красавцы какие. Совушки. Вот, собственно, мы дошли до вольера с неясцами. Здесь где-то есть малыш, который, ну, естественно, они нам сейчас его не покажут, они его закрывают собой, защищают его. Он будет выпускной, то есть он просто его нашли, сейчас реабилитируют, и, соответственно, как только он будет готов, он пойдет на выпуск. Просто шикарный вольер. И вот, собственно, такие же надо еще, естественно, здесь далеко не один построить, чтобы всем хватало места, чтобы все расселялись, летали и проживали свою жизнь, пусть в неволе, но в хороших очень условиях. Вообще, конечно, выглядит все это очень масштабно. Каждый год приезжаю, каждый год удивляюсь, сколько всего достраивается. Вот эти птичьи вольеры просто шикарны. Там тоже птичьи все вольеры. Пойдем к бармаглотушке, который сзади не нападает. Нет, бармаглотушка. Да. Кто не помнит, я в прошлом году, когда я сюда приезжала, я Ксюша сказала, к нему можно, говорит, заходить. Он, говорит, сзади не нападает. Чувак, ты не будешь сзади нападать, да? Иди, иди. Нет, он сзади не нападает, он ест перепелочек. Ему не до тебя вообще. Длинные... Я сейчас... Тихо. Оп. Ты, зараза. Сзади он, конечно, не нападает, он нападает спереди. Ты красавец какой шикарный. Сидит, деловой, наверху, все видит. Его еще вольер первый, такой, всех посмотреть, да, все проезжающие машины его. Красавец. Не нападающий сзади. Меня Убивать? бить или нет? Не знаю пока. А ты меня решил бить. Знакомо, говорит, баба пахнет. Выглядит, говорит, странно. Не, бить он не собирается вроде Ну, как. посмотри. Давай не Вообще бить может. только. Да. Так, я хотела, вот как раз ждала, чтобы рассказала его историю. У меня раньше была моя какой-то голубой мечтой, чтобы у меня был участок, и там жил олень. Ну, я не думала о том, что типа они будут грызть кору и так далее. Но... Они бодаются на самом деле. То есть, да, вот, на типа, что будет олень красивый. Мягенькие рожки, а вообще вот такая зверушка может человека отправить в реанимацию.
Олень появился с подачи дома зайца. Кристина сказала, возьми оленя, но, честно говоря, я не ожидала, что он настолько грустный по ногам. Вот, но так уже получилось, он к нам приехал, и, в общем-то, вот, теперь мы живем. Это олень марки Лань, молодой мальчик, у него были переломы двух передних. Кто-то говорит, ничего нельзя сделать, есть ветеринары тут сейчас рассматривают, что, может быть, что-то можно сделать, попробовать, хотя бы как-то пофиксировать, вот. Ну, посмотрим, не знаю. Мы сейчас контролируем вес обязательно, то есть он с очень ограниченным питанием, потому что если он сейчас наберет слишком большую массу, ему, к сожалению, будет тяжело с его ногами ходить. Вот, поэтому он у нас такой на строгой диете, да? И явно не выпускной. Да, он явно не выпускной, нет, я к тому, что он именно, ну, как бы, почему там мало веток, дайте оленю больше веток, сейчас начнется, нет, как бы олень очень лимитированно кормится, только по рациону, чтобы ни в коем случае не прожирел, потому что двигается он немного, вот, а с такими ногами, если он ожиреет, он двигаться не сможет вообще, к сожалению. Но худым он не выглядит, я бы сказала. В общем, он уже, я так понимаю, взрослый, да, олень? Ему 2 года, вот, то есть он молодой, но уже не ребенок. Да? Ты не хочешь меня убить? Ну, скажи, а девочку мне найдете? Ну, вот он в доме зайца как раз с девочкой не ужился. Он ее стал обижать. А, да? Вот. Здесь он очень заигрывает с козами. Я все думаю попробовать посадить к нему козу, потому что он выращен козой, и может быть у него просто другая ориентация. А, то есть, а нет такой вероятности, что он просто сможет в общем стаде жить с лошадьми? Он до этого так жил, да. Но, видишь, у нас как бы электропастух, а электропастухи оленей не очень уважают. Понятно. Я просто боюсь, что он может выскочить и встретиться уже с кем-нибудь посторонним. Ты красавчик какой. Так, если поставить забор сетчатый, он вполне может даже встать. Но опять-таки, видишь, он тогда будет больше доступа к еде, соответственно, он будет набирать вес, а это не очень хорошо. Совсем не хорошо. Будет вот такой вот жирный, как вот коза. Коза пришла знакомиться, да? Такая, а что это вы там делаете? А что это вы там делаете? Косая, одноглазая коза. Нашли друг друга. Многие олени и одноглазая коза. Бедно, это прям больно смотреть на его ноги. Слушай, ну вот это очень спорная ситуация, на самом деле, не знаю, честно, вот как бы, ну, если бы не я знала, как бы сказать, была более внимательна заранее, я не знаю, взяла бы я его или нет, вот, потому что очень спорная тема насчет хронических болей у копытных вообще, то есть, как бы, насколько они там, они не выражают, ну, так, как другие, как хищники, допустим, да, то есть они жрут, они, как бы, живут, размножаются. С другой стороны, если животное жрет, размножается, это что такое? Это хроническая боль, как бы насколько она его там мешает. Ну, короче, очень спорная тема. Вообще боль, это, с точки зрения физиологии, целая большая отдельная тема, не очень понятная. Вот. Поэтому, ну, короче, я не знаю. Я пока в размышлениях, в консультациях с разными специалистами на тему того, можно ли что-то сделать и будем ли мы что-то делать. Ну, давай. Я просто спросила, мне сказали, лучше не надо. Ну, могут атаковать, да? Но главное, сзади не бьют. Здравствуйте. Они, по-моему, в шоке такие. Вы что такие смелые? Вон, есть ребенок. Вот, сверху дальний. Стеночка, вот сюда один сидит. А, это ребенок? Да, вот за него можно получить. Но это же не их ребенок. Им все равно? Детей не бывает. Чужих детей не бывает, да? Ну, у них, да, они очень хорошо опекают. Причем у меня где-то было видео, но до конца они за все объясняют, то вот приносим еду, принесли мышей, и они такие бегают, значит, мышей расхватались, потому что они обычно днем не берут. Но пока его не было, днем никто не ел. Вот, а они просто наперебой хватают, подбегают к нему и начинают так вот ему по морде этими мышами водить, типа, на, жри скорей, скорей, скорей. Прикольно. Вот, поэтому они не просто его охраняют, они еще и кормят его во всем. Ну, и знаю, немножко все не это все, но стучат, ругаются. штуки 3 точно, вот прям очень заботливые родители. Так, а вам его тоже просто привезли? Да, ну как нам, всех просто привозят. Ну, часто просто из леса, типа, вот люди уже приехали, уже с дачи, уже покормили какой-то колбасой, то есть не всегда есть локация. Если есть локация, куда можно вернуть, можно вернуть. Вот, но прям вот четкая локация, где там был подобран, ну, есть не всегда. Плюс некоторые требуют типа, какого-то лечения. Вот, может быть, я говорю, если мы сейчас соберемся, может быть, мы вернем его прям вот вместо находки. Потому что, в принципе, он нормальный, он уже отсидел карантин, с ним все хорошо, он активно уже летает. Ну, а если нет, значит, он будет выпускаться просто из этого вольера, в принципе, что тоже неплохо. Он кормится совами, опекается совами, слышит сов, то есть к нам у него никакой привязки нет. Ну, то есть он вместе с кем-то... Здесь вы есть же тоже выпускные, да? Или нет? Есть выпускные, здесь много выпускных, на самом деле, на линии. Здесь где-то десяток у нас не выпускных, Как летают а хорошо.
часть сов поступила к нам, у которых с пером проблема, которые там либо где-то вот запутались, либо висели, либо были сбиты, то есть как бы, ну вот нет хвоста, еще чего-то, они, соответственно, на линьку подсоединяют, их можно будет выпустить. А как у тебя этот оказался страус? Эму Да. на Всеволожске бегала. А, просто бегала? Добегалась до Путилова. Да нет, ее там местные рабочие поймали и вот вызвали спасателей, они к нам привезли. В общем, вы собираетесь еще по 3 строить таких? Ну вот у нас филин, который сейчас сидит в беличьем вольере, который сегодня оттуда съедет бедный, потому что опять переедет в закрытый деревянный, потому что беличий нужен под выпускных белок. Вот мы сейчас бедного филина опять выгоним. Ему, соответственно, нужен вольер как минимум. И плюс бывают филины дикие, которые на выпуск. Вот. Потом у нас есть ушастые болотные совы, это более мелкие. И у нас есть обыкновенные ньясти, да, то есть это 4 вида, 3 размера сов, которые точно не могут жить вместе, которые надо рассаживать обязательно. Вот, соответственно, надо минимум 3 вольера еще, то есть филин, ушастые, болотные и обыкновенные ньясти отдельно. Ну и в идеале еще, конечно, сычанию, ну, потому что у нас часто бывают сычи, как бы они мелкие, их тоже надо сажать отдельно, чтобы их никто не съел. Потому что совы, конечно, каннибали, то есть, ну, сову меньшего размера они просто сожрут. Понятно. Прикольно, такие висят на сетках, летают. Весело им тут. Сетка вообще классная вещь, мне так Да, нравится. мне очень нравится, тоже красиво. Да, И смотрится зимой, классно. то есть, как бы снег нормально. А снег нормально через нее проходит? Вот через ту не проходит, ту мне приходилось зимой заниматься кардио и тыкать в нее палками. Но она сама все 2 провисшая. на 2, а это 5 на 5. Понятно. Один из пары попал в беду, сломал плечо очень сильно. Птица больше не выпускная, к сожалению, там в осколке все. Вот, ну вот наши дружные ветеринары нам помогли, собрали плечо. А жители деревни следили за гнездом, и вторая птица пропала больше, чем на сутки. То есть ему не выкормить было одному. Ну, как бы он вернулся, но это очень большие перерывы, они были совсем маленькие дети, и мы приняли решение, что все-таки их забрать, потому что когда иногда один партнер может, если бы они были вот хотя бы такие, или там еще постарше, да, он бы, наверное, докормил. Но тогда это были совсем маленькие пуховички. Так а как бы он кормился сломанным? Нет, вторая птица. Ну, просто поняла. это, время, он их надолго очень оставил. Он почти сутки охотился, пока вернулся. Вот. И, соответственно, мы их забрали. Вот. Кашкиспас нам их снял. Вот. И вот они к нам приехали. Да? Прикольно. Да. Кто такая злобная птичка? Пожиратели мышей. Где нос-то уже себе? Что у тебя нос? В еде? Есть. Ну, Очень такие сладкие, очень. Чуть-чуть сладкие такие. Ай! Ать. Красавчики.